Настоящие женщины, которым не повезло или наоборот посчастливилось, что у них растет борода. Были ли в истории дамы, которые не только не считали бороду проклятием, но и обрели благодаря этому уродству богатство и славу? В медицине известно два состояния, при которых у дам может вырасти борода. Одно из них называется гирсутизм. Это когда у людей наблюдается чрезмерный рост волос в какой-то определенной части тела. Второе – это гипертрихоз. При этом волосы растут по всему телу. Истории до XIX века мало знакомо такое понятие, как бородатая женщина. Не потому, что такого не случалось. Скорее всего, это просто скрывали. В период XIX-XX веков стали чрезвычайно популярны цирки и различные шоу уродов. Бородатая женщина могла не стесняться, а выступать на публике и извлекать из этого немалую выгоду. Самым известным случаем в истории о бородатых женщинах до XIX века была девушка, которая даже удостоилась быть причисленной к лику святых. Святая Вильгефортис является покровительницей всех девушек, отказывающихся выходить замуж по принуждению и несчастных в браке женщин. История ее больше походит на легенду. Более того, в разных странах эту святую знают под разными именами. Согласно легенде, Вильгефортис была молодой дворянкой, которая не хотела выходить замуж за нелюбимого человека, как требовал отец. Она приняла обет девственности и молилась, чтобы стать отталкивающей и уродливой. В результате у нее стала расти борода. Когда жених увидел свою невесту, он в ужасе отказался от свадьбы. Отец Вильгефортис был настолько разгневан, что распял свою дочь. Святая Вильгефортис была невероятно популярна в средние века. Многие несчастные женщины, желавшие освободиться от своих жестоких мужей, в отчаянии взвывали к ней. Девушки плакали перед ее ликом, умоляя избавить их от участи, худшей, чем смерть. В конце XVI века легенду разоблачили. Выяснилось, что за женщину приняли Иисуса. На изображении он был одет не в набедренную повязку, а в длинную тунику. Это заставило некоторых думать, что это женщина. Потом родилась романтичная история, в которую просто интересно было верить. Магдалена Вентура. В отличие от многих бородатых дам, волосы на лице Магдалены не росли, пока ей не исполнилось 37 лет. К тому времени она уже успела родить своему мужу троих прекрасных здоровых сыновей. В 1631 году герцог Алькала заказал картину «Бородатая дама из Абруцци». Аристократ очень любил картины с необычным сюжетом. К этому времени Магдалена была уже в преклонном возрасте, сыновья ее были взрослыми мужчинами. Картина получилась просто потрясающей. В центре Магдалена с младенцем на руках. Художник таким образом хотел подчеркнуть ее женственность. С первого взгляда понять, что это женщина, было сложно. Ведь у несчастной была более роскошная борода, чем у ее мужа. Она печально смотрит на зрителя с темного фона полотна. Жозефина Клафулия. Когда Жозефине было 8 лет, у нее уже была длинная борода. Когда девочке исполнилось 14, она стала гастролировать со своим отцом. Когда она повзрослела, то встретила в Париже мужчину по имени Фортуна Клафулия, которого полюбила. Жозефина вышла за него замуж и родила сына. Вместе с сыном, мужем и отцом Жозефина переехала в Соединенные Штаты Америки. Там она присоединилась к Американскому музею Барнума. Ее называли Женевской бородатой дамой и мадам Клафулией. В 1853 году в обществе поползли слухи, что Жозефина на самом деле мужчина. В результате поднялась невиданная шумиха. Бородатую даму осмотрели врачи и подтвердили, что она все-таки женщина. Некоторые люди подозревали, что эти сплетни стал распространять сам Барнум. Это был своего рода рекламный трюк. Юлия Пастрана. Это была экзотическая танцовщица, обладавшая весьма экстравагантной внешностью. Происхождение Юлии тайно покрытое мраком. Кто-то говорил, что она принадлежала к одному индийскому племени. Другие утверждали, что она была девушкой-волчицей, родом из одной мексиканской деревушки. Поскольку Юлия страдала не гирсутизмом, а гипертрихозом, волосы покрывали все ее тело. Пастрану купили и привезли в Америку. Там она выступала какое-то время, а потом сбежала с неким Теодором Лентом. Вскоре они поженились, и супруг стал менеджером танцовщицы. Сценические имена Юлии были весьма нелестными. Женщина-бабуин, женщина с собачьим лицом, женщина-медведь и невзрачная. Несмотря на это, женщина собирала толпы поклонников своего таланта.
Кроме того, после выступления Юлия без стеснения общалась со зрителями. Она поражала их остротой ума и тонким чувством юмора. К сожалению, Юлии было отмерено немного времени на Земле. Она умерла при родах. Ее новорожденный сын не прожил и 2 дней. Муж бородатой танцовщицы мумифицировал их тела, чтобы показывать публике. Профессор Московского университета, который этим занимался, отказался отдавать тела Теодору. Иван Матвеевич Соколов решил вместо этого демонстрировать их своим студентам. Лент подал в суд, и через 2 года ему удалось таки заполучить тела жены и сына. Теодор гастролировал с ними по всей Европе, имея немалый успех. После смерти Лента чего только не пришлось пережить мумиям. Фашисты хотели их сжечь. Чудом удалось спасти тела. Потом они продолжали выставляться в различных музеях. Ужасный цирк продолжался вплоть до 1970-х годов. Власти Норвегии, где в это время находились мумии, решили отправить их на гастроли в США. Граждане были настолько возмущены этим неуважением к телам умерших, что устроили настоящий погром. В результате тело мальчика было сильно повреждено. Тела потребовали похоронить, но вместо этого они были отправлены в медицинский институт для исследований. Вскоре мумию Юлии украли. Когда тело нашли, то подтверждение, что это действительно она, смогли получить лишь к 1990 году. В конце концов, в 2012 году многострадальное тело Юлии наконец обрело покой. Ее похоронили недалеко от места предполагаемого рождения. Похороны посетили сотни людей. Позже о бородатой женщине был снят документальный фильм. Джейн Барнелл была продана в цирк своей матерью, когда ей было всего 4 года. Когда девочке было 5, ее спас отец. Вместе они стали жить с бабушкой. Девочку побрили, чтобы скрыть этот недостаток. Когда она повзрослела, выучилась на медсестру. Только люди шарахались от нее. В отчаянии девушка поняла, что нормальная жизнь не для таких, как она, и присоединилась к бродячему цирку. Сценический псевдоним бородатой девушки был Леди Ольга. В цирке она познакомилась со своим мужем, родила ему 2 детей, но во время гастролей в Германии муж и дети заразились тифом и умерли. После этого Джейн еще 3 раза выходила замуж. Судя по всему, борода отнюдь не лишала ее женской привлекательности. Энни Джонс тоже участвовала в цирке Барнума. Она была американкой. С согласия родителей девочку начали показывать зевакам еще с младенчества. В будущем ее стали называть самой бородатой дамой страны. Став взрослой, Энни на полную катушку использовала свою славу, чтобы добиться запрета на использование слова «уроды» в шоу-бизнесе. Клементина Деле. Клементину называли самой прославленной бородатой женщиной Франции. В свое время она вышла замуж за пекаря, и вместе они открыли ресторан. Сначала женщина тщательно брилась. Однажды же она узрела на карнавале бородатую женщину. После этого Клементина заявила, что она могла бы отрастить намного лучшую бороду. Ее муж поддержал идею. После этого женщина стала привлекать таким образом посетителей, и кафе переименовали в «Кафе бородатой женщины». Там продавали различную сувенирную продукцию – открытки, фотографии с ее изображением. Клементина начала успешно гастролировать. В 1904 году ей даже удалось получить разрешение на ношение мужской одежды, в то время, когда это было незаконно. У бородатой дамы был даже свой парикмахер. Он 3 раза в неделю мыл и подстригал ей бороду, ведь самое ценное надо было холить и лелеять. Крао Фарини. Никаких сведений о детстве Крао нет. Будучи взрослой, она появилась в Лондоне в сопровождении антрополога доктора Джорджа Шелли и исследователя Карла Бока. После этого ее удочерил Гильермо Антонио Фарини. Шоумен также известен как Великий Фарини. Страдающую гипертрихозом девушку показывали в цирке в качестве доказательства теории Дарвина. Несколько десятков лет она гастролировала по Европе. Умерла Крау в 1926 году, завещав свое тело кремировать. Элизабет Дуэрти. Когда Элизабет только родилась, светлые волосы густым слоем покрывали все ее тело. Ее окрестили миннесотской шерстяной девочкой. Она тоже страдала гипертрихозом. Из-за бедности девушка начала демонстрировать себя на выставках и в магазинах. Так она могла прокормить семью. Элизабет не хотела участвовать в цирке. Ее родители
Обычно арендовали помещение и продавали всем желающим билеты. Все, кто ее видел, считали девочку самым чудесным ребенком на Земле. Она была очень активной, умной и веселой. В 1915 году она вышла на пенсию, не сколотив приличного состояния, как прочие коллеги с подобной особенностью. Возможно, потому что Элизабет стеснялась себя, не могла принять такой, как она есть, и была очень зажата на сцене. В 1933 году она умерла при невыясненных обстоятельствах. Она так и не смогла стать счастливой.